Почему именно летом сильнее закупориваются, расширяются поры? Всему виной солнечные лучи, которые активизируют действие свободных радикалов, плюс пыль, жара делают себум более вязким. И он не может выйти и каменеет. Снизу его подталкивает новый себум, и поры просто некуда деваться, как расширяться. Наша задача раскупорить пору, использовать, например, самодельный тоник с энзимами. Какими? Да яблочная кислота. Вообще все фруктовые кислоты можно и применять летом. Если все же вы переживаете, используйте тоник на ночь. И, кстати, идеальное сочетание в креме на лето для кожи с расширенными порами – это комбинация витамина С, Е, В3. Девчонки, помните о том, что самое дорогое и ценное украшение каждой женщины – это ее осанка. От работы стоп зависят наши фасциальные линии. Поэтому утро начинаю с разминки стоп. Делаю перекаты, которые дают гибкость связкам и сразу ощущение меняется. Плюс это профилактика варикоза. У меня сейчас период, когда пришлось взять на себя большую часть ответственности и часть физической нагрузки, физических дел из-за временной потери мобильности одного из членов нашей семьи. И я чувствую, как мое тело физически тянет, мышцы тянет, вот устает. Я чувствую, как мышцы грудного отдела зажаты, да, вот между плечами. Очень сильная нагрузка. Сюда мы включаем и рабочие дела, и домашние дела, плюс сад, огород. И я к вечеру просто падаю. Я себя спросила, как мне себе помочь, что мне сделать. Я сначала подумала, что нужно, наверное, на время приостановить делать всякие там зарядки, пилатес, в общем, на какое-то время, чтобы не тратить на это силы. А потом подумала, нет, наоборот, мне нужно снимать напряжение с этих мышц, разгружать эти мышцы, растягивать их, делать выносливыми. Я решила продолжать делать пилатес плюс упражнения для растяжки. И вообще, когда я начала искать эти упражнения, я нашла еще более продуктивный вариант. Это программа реабилитации для спины. У кого зажаты мышцы, травмы были спины, поясницы, болит поясница, грудной отдел зажат в гипертонусе. Туда входят упражнения на растяжку, такая, скажем так, реабилитация. Выстраивается естественное положение суставов позвоночника. Вот что у меня здесь за какие-то ресницы. И я физически как будто бы разгрузила свои плечи. Этот груз ушел. Я вот за эти 27 минут, когда длилась первая зарядка, я просто думаю, боже, неужели я не чувствую этого напряжения больше? Я просто как бабочка, летала, порхала, записывала голосовые там каждый день своей подруги, вообще замучила ее. Дина, привет. Но зато теперь она со мной занимается пилатесом. Классно. В общем, теперь у меня схема. День пилатеса, день упражнения для спины. Тренер как раз таки предлагает совмещать особенно силовые нагрузки. Вот сегодня у меня по плану уже 3-я тренировка. Всего их 10. Видите, они где-то вот по полчаса примерно. Где-то так. Так что, в общем-то, не так много, зато успеваешь расслабиться. Здесь даже можно по калориям посмотреть, сколько ты сжег за эту тренировку. Ну что, поехали? Прям поперешагивайте. Провалитесь в плечи. Почувствуйте растяжение всей задней линии. От ягодицы до пятки. Спина прямая. Когда наша поясница в нейтрале, она у нас без прогиба сейчас, то работает хорошо ягодица. Если вы будете делать с прогибом поясницы, ягодица работать не будет. И завтра вы скажете, что болит спина. У вас есть самое ненавистное упражнение в ваших тренировках?
У меня это когда приходится ложиться на живот и поднимать одновременно руки, ноги и какие-то там делать движения скрестные. Ох, я просто ненавижу это делать. Это так тяжело, это так больно. Но я понимаю одно, что то упражнение, которое я ненавижу, именно его мне нужно делать. Почему? Потому что оно решает ту самую проблему, тот самый зажим, ту самую слабую мышцу тренирует или восстанавливает паттерн, корректный, правильный паттерн движения, который нужно совершать. Поэтому помните, что все, что вам не нравится в упражнениях, очень важно делать, потому что это ваш рост. Именно там ваш рост. Хотела я вам сторис записать. Упала муха. И таким образом, что на спинку. Так лапки раз и так дергается. Я думаю, неужели она... Что с ней? Я так смотрю, думаю, боже, только живее. Перевернула ее. И она быстренько поскакала. Перепугала меня, ну просто. Я думаю, вот это да. Так, о чем я хотела с вами поговорить? Ну вот, зачем она так делает? Мы ее переворачиваем. Вот, переворачивайся. Вот. Только что была. Что с ней? Зачем она так делает? Может быть, у нее что-то повреждено? С тобой все в порядке. С тобой все в порядке. Пока нас тут еще параллельно ветром не унесло, хочу с вами поговорить о серьезной теме. Вот вы только представьте, что из-за слабых мышц живота, пресса появляется проблема в пояснице. Обратите внимание, смотря в себя в зеркало, есть ли у вас излишний прогиб в пояснице. Это говорит о том, что у вас слабые мышцы пресса и ягодицы. И вся нагрузка оттуда уходит в поясницу, как компенсация движения. Представьте. И, соответственно, поясница смещается, появляются перекосы. И вот только вы подумаете о том, что вы занимаетесь спортом и качаете там какие-то мышцы, что-то делаете, и вы делаете это неправильно. Получается, что вы перегружаете свою поясницу, потому что если вы делали упражнение некорректно, то на утро у вас болит поясница. Поэтому так важно заниматься с квалифицированным тренером. Иначе вы таких нюансов просто не заметите. Вы будете, ну не знаю, не качать мышцы, а только усугублять свое состояние. Поэтому, если вы сейчас занимаетесь спортом, обязательно во время тренировки стабилизируйте свою поясницу. Иначе вы будете не заниматься для здоровья, а калечить себя. Знаете, как замотивировать себя заниматься спортом? Осанкой, заботиться о своей коже, не просто что-то колоть в себя, принимать таблеточки, а дарить истинное, пролонгированное действие, вклад в свое здоровье и молодость. Просто осознайте, как каждый день ваш организм трудится и старается для вас, как каждый день происходят важные процессы в вашем организме, как организм старается. Почему мои кремы всегда имеют оттенок? Оттенок средствам придают нерафинированные растительные масла, СО2 экстракты, так как они содержат всю душу растений и плодов, сохраняя свои витамины, пигмент и то лучшее, чем они могут поделиться с нами, продолжая свою жизнь в новом статусе, заботясь о коже, о вашей коже. А все, что очищено, обычно не имеет оттенка, запаха, в нем нет уже тех живых цепочек, которые так ухаживают нежно и принимают с удовольствием наш липидный слой кожи. Хотите наглядность? Наносим крем, в котором уже есть оттенок. Распределяю его по коже. Наношу. И теперь беру белую салфетку, провожу по коже
плотно прижимаю. Смотрите, салфетка белая. Я еще раз протру. Пигмента нет, потому что крем уже начал работать. Вот так моментально. Чистая белая салфетка. И раз уж заговорили о креме, это легкий крем-гель. Структура лимолярная система. Укрепляется за счет этого кожный барьер и достигается высокое проникновение активных веществ в эпидермис. Комбинация эфирных масел Мира и Мирт отлично балансирует жирность кожи, выравниваются рубцы, пятна пигментные, освежается кожа, придавая бархатистость и матовость. Эти тонкие самодостаточные ароматы снимают неврозность и напряжение, поэтому с самого утра вы будете улыбаться. На днях, анализируя исследования питания в продуктах на 100 грамм, процентное содержание витаминов, интересным образом получаются наблюдения. У нас выявляются 4 фаворита с максимально больше 100% содержания суточной нормы витаминов и микроэлементов в продуктах. Итак, первый фаворит – это кунжут. В нем содержится больше 100% в 100 граммах суточной нормы железа, кальция, магния, витамина В1 и фосфора. Далее у нас идет арахис. В нем также в 100 граммах больше 100% суточной нормы, меди там 114%, витамина В3, витамина В9, витамина Е. Также у нас в фаворитах, не поверите, отруби пшеничные. В них содержится железо, не гемовое, также больше 100%, марганец, медь, селен, фосфор, цинк, витамины В5 и витамин Е. Также у нас в фаворитах семена подсолнечника, не жареные, которые дают нашему организму больше 100% селена, цинка, витаминов В1, В6, В9, витамина Е. Интересная аналитика получается. Таким образом, несколькими буквально продуктами можно гармонизировать свой рацион питания микроэлементами, витаминами. Вот этот волдырь ушел, и вот сейчас я нажимаю, не больно. Ох, спасибо большое, алоэ и депантенол, как он быстро восстанавливает ткани кожи. Я вчера обожглась об духовку, такой волдырь раздулся, и я быстренько своим алоэ гелем с вечера намазала. И сегодня утром у меня просто остался такой вот небольшой ожог, ну вот как бы просто покраснение такое. Быстренько снялось жжение, воспаление. Вот этот волдырь ушел, и вот сейчас я нажимаю, не больно. Ох, спасибо большое, алоэ и депантенол, как он быстро восстанавливает ткани кожи. И вот этот волдырь ушел, и вот сейчас я нажимаю, не больно. Ох, спасибо большое, алоэ и депантенол, как он быстро восстанавливает ткани кожи. Для уходовых средств использую активы сверхкритической экстракции, которые получены при температуре до 38 градусов тепла. При такой температуре не меняется исходное сырье и химический состав. Получается он ближе к исходному продукту за счет того, что не было денатурировано. Поэтому сохраняется максимальное высокое качество и масел, и пигментов, ароматы, смолы, эфиры. Активы получают под давлением углекислого газа. Это безопасный экологичный процесс для человеческого организма и окружающей среды. Есть алоэ гели, после нанесения которых ощущаешь стянутость кожи или даже сухость.
В своем случае, в своем рецепте я этот эффект нивелировала за счет альгинатных бодрых водорослей. И что мы получаем? Это прекрасное увлажнение. Снимаются шелушения, сужаются поры. И уходят всякие там, знаете, дефекты, покраснения. И тон лица таким образом выравнивается. Хотите такого же природного видимого эффекта, то оставляйте заявку на средства в директ, либо на электронную почту. Средства изготавливаются для вас в день отправления посылки, и у вас будет максимально свежий продукт. Ко мне обычно приходят мысли или идеи, когда я умываюсь или лежу в ванне, и поэтому хочу поделиться с вами сейчас одной из них. Я подумала о том, что если вдруг у вас появилась какая-то идея, чего вы раньше не делали, она выходит за рамки вашего статуса, репутации, и вы не знаете, как люди отреагируют, и в голове у вас начал голос вас устрашать, отговаривать. Итак, если первое ваше ощущение от мысли, которая появилась, зажгла вас желанием делать, значит, это хорошие сапоги надо и однозначно, непременно, безусловно, обязательно делать. Метки продуктивного человека. Одна из них, которую я сейчас активно практикую, это привычка делать сразу. Увидела что-то, подумала, надо сделать, иди и делай. Так как когда ты потом вернешься туда, уже суматоха будет в голове. Думаешь, так, что я хотела, так это сделала, а что не сделала, а что надо было. И будешь постоянно к этому возвращаться, к недоделанному, так вот вспомнила, там, так, сюда, туда. Столько времени и сил вы тратите на это, и эмоций, дергаетесь, все это некомфортно, грузом висит потом. Поэтому хватит тратить время и энергию на сомнения, раздумья. Действуем.